Крушение французского лайнера La Beorgone. Это лайнер, потерпевший катастрофу и затонувший в 1898 году. К этой катастрофе газеты возвращались еще несколько лет, пока крушение «Титаника» не стало в этом плане событием номер один. Лайнер представлял собой характерное для своего времени трехпалубное судно спардечного типа с преимущественным размещением жилых помещений ниже верхней палубы. Корпус из железа и стали был разделен водонепроницаемыми переборками на 10 отсеков. Изначально лайнер был оснащен паровым двигателем, работавшим на один гребной винт, и мог развивать скорость до 17 узлов. Котельные отделения и две наклоненные назад дымовые трубы размещались в средней части корпуса между грот-мачтами. На главной и нижней палубе размещались помещения для 1000 пассажиров. На верхней палубе находились салон первого класса и служебные помещения, на спардеке прогулочная палуба первого класса и спасательные шлюпки, и непосредственно перед первой грот-мачтой располагались закрытый ходовой мостик и капитанская каюта. Также имелись трюмы для груза, в основном почты. Для своего времени лайнер был хорошо оснащен, в частности имелось электрическое освещение. В 1886 году на входе в гавань Нью-Йорка лайнер налетел на стоявший на якоре пароход «Элис» британской компании. В результате столкновения «Элис» затонул. Весной 1890 года лайнер столкнулся с пароходом «Торидорион», причинив ему разрушение в области кормы. Оба судна остались на плаву. В 1897 году лайнер подвергся модернизации, в ходе которой был оснащен более мощной и экономичной паровой машиной 4-кратного расширения. Увеличена высота дымовых труб и демонтированы обе грот-мачты и парусное вооружение. 2 июля 1898 года лайнер вышел из Нью-Йорка в очередной рейс в Гавр. На его борту находились 725 человек. К третьему дню плавания он по неизвестной причине сместился на 160 миль севернее пути, предназначенного для судов, следующих из Америки в Европу, и оказался в коридоре, рекомендованном для парусных судов, плывущих в западном направлении. 4 июля, недалеко от острова Сейбл, лайнер в густом тумане столкнулся с британским барком «Крамартишвейр», который направлялся в Филадельфию. Удар был скользящим, правый борт La Beorgone получил серьезные повреждения ниже и выше ватерлинии. Были разрушены ходовой мостик и спардек лайнера, также была повреждена силовая установка. Почти все шлюпки с правого борта лайнера оказались разбиты. Капитан принял решение выбросить лайнер на песчаную отмель острова Сейбл в 60 милях, но затопление шло быстро, и менее чем через час после столкновения лайнер затонул. 164 выживших были подобраны Крамартишвейр и позднее переведены на лайнер Гришен, который доставил их в Галифакс. В катастрофе лайнера La Beorgone погибло 561 человек, она стала крупнейшей в истории крушения на то время. Капитан Делонкль отказался покинуть тонущее судно и погиб вместе с ним. Многие пассажиры были убиты в борьбе за место в шлюпках и в драках за спасательные жилеты. Убийства продолжались и после того, как лайнер ушел под воду. Зачинщиками беспорядков выступили австрийские матросы, которые возвращались в Европу. Они первыми начали стрелять в других пассажиров, прокладывая себе путь к шлюпкам. Их примеру последовали пассажиры третьего класса, в основном итальянские мигранты, которые использовали ножи. Когда лайнер затонул, в воде оказалось много людей, пытавшихся спастись вплавь. Но если они подплывали к шлюпкам или плотам и пытались залезть, сидевшие в них люди
били их веслами по голове и скидывали обратно в воду. Из пассажиров спаслось всего 10%, в то время как из экипажа около 80%. Из 200 женщин, 50 грудных младенцев и 30 детей постарше спаслась только одна женщина.